Номер 1. Почему физический контакт так важен для них? Ты, сидящий по ту сторону экрана, действительно думаешь, что девушка находится рядом с тобой только из-за красивых слов или твоей новой машины? Позволь мне открыть тебе глаза. Большинство девушек, особенно тех, кто ценит заботу, нуждаются в физическом контакте так же, как в воздухе. Это не ограничивается быстрым поцелуем или мимолетным объятием в конце дня. Для них прикосновение – это язык. Это способ сказать: «И я здесь, ты для меня важен». Если ты думаешь, что это не так, то рискуешь упустить потрясающие возможности с девушками, которые могли бы наполнить твою жизнь настоящим смыслом. И не начинай оправдываться, что ты и не нежный, или и не так воспитан. Если ты не научишься адаптироваться, друг мой, ты останешься в вечной очереди тех, кого отвергают. Знаешь того парня, которого она игнорирует или оставляет в проигнорированных сообщениях? Это будешь ты, если не поймешь важность прикосновений в отношениях. Физический контакт вызывает чувство защищенности, близости и интимности. Если ты пренебрегаешь этим, ты не только не удовлетворяешь ее потребности, но и разрушаешь свои собственные отношения. Внимательнее следи за тем, что происходит вокруг, потому что девушки, которые ценят заботу, хотят чувствовать, что ты с ними всем сердцем и телом. Если до сих пор не понял, объясню яснее. Физический контакт – это прямой мост к ее сердцу и разуму. Это то, что отличает обычных мужчин от тех, с кем они хотят быть рядом. Частые прикосновения, поглаживание руки, поцелуй в шею или даже случайное касание показывают, что ты заботишься и внимателен к ней. Без этого, дружище, можешь попрощаться с шансами построить что-то серьезное. Не жди, пока потеряешь потрясающую девушку, чтобы осознать, чего тебе не хватало. Действуй. Номер 2. Разные виды заботы, которые укрепляют отношения. Теперь, когда ты понял важность прикосновений, перейдем к следующему шагу. Какие именно виды заботы имеют значение? Речь не о том, чтобы делать что угодно, а о том, чтобы делать правильные вещи. Нежные девушки не хотят любого физического контакта. Если ты думаешь, что достаточно дать вялое объятие или безэмоциональный поцелуй, забудь. Такое поведение только доказывает, что ты не настроен на одну волну с ней. Сначала научись обнимать по-настоящему. Такое объятие, когда ты полностью ее охватываешь, давая почувствовать себя защищенной и желанной. Объятия – это мощное оружие, если их делать с искренностью. Еще один важный момент – спонтанные прикосновения. Знаешь, когда ты проходишь мимо нее и кладешь руку ей на спину? Или неожиданно берешь ее за руку? Это может показаться мелочью для тебя, но для нежной девушки такие жесты говорят громче, чем любые признания в любви. Однако будь осторожен с излишествами. Есть тонкая грань между заботливостью и назойливостью. Не будь тем парнем, который постоянно липнет, как жвачка. Это только вызовет раздражение. Секрет в балансе, будь последовательным, но не перегибай палку. Показывай, что ты рядом, но не нарушай ее личное пространство. И еще, забота – это не только прикосновение, но и взгляд в глаза, когда ты ее касаешься. Часто один глубокий взгляд и нежное прикосновение могут растопить даже самое холодное сердце. Номер 3. Как распознать девушку, которая ценит физический контакт в отношениях? Не все девушки одинаковы, и это касается их отношения к проявлению и восприятию заботы. Некоторые более сдержаны, другие – как открытая книга. Умение распознавать девушку, которая ценит физический контакт – это твой козырь. Для этого нужно наблюдать. Внимательно смотри на ее поведение. Она стремится быть рядом? Ищет возможности прикоснуться к тебе во время разговора? Это явные признаки, что прикосновения для нее важны. Если она часто обнимает, держит тебя за руку без причины или случайно касается твоей руки, когда смеется, это показывает, что физический контакт – ее способ установить связь. Если же она более отстраненная, возможно, ей нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно. Это не значит, что она не ценит прикосновения, просто ей может понадобиться более мягкий подход. Главное – понять ее нюансы и адаптировать свои действия к ним. Но будь осторожен. Мужчины часто игнорируют такие сигналы из-за невнимательности или потому, что заняты своими мыслями о следующем шаге. Если ты не будешь внимателен, можешь упустить золотые возможности для создания эмоциональной связи с ней. Когда ты понимаешь, что для нее важно,
становится гораздо легче завоевать и удержать эту связь. Номер 4. Признаки того, что ей нужно больше физической заботы в повседневной жизни. Ты знал, что девушки часто не говорят прямо, чего хотят? Вместо этого они подают сигналы. Если твоя девушка стала более отстраненной, менее увлеченной или даже раздраженной без видимой причины, возможно, в отношениях не хватает заботы. Девушки, которые ценят физический контакт, ощущают его отсутствие. И если ты не замечаешь этого, они могут искать утешение в другом месте, пусть даже в разговоре с подругами о том, какой ты и холодный. Если она начинает жаловаться, что ты и изменился или стал и рассеянным, обрати внимание. Это может быть завуалированной просьбой о большем внимании и заботе. Еще один сигнал – она старается прикасаться к тебе или часто инициирует физический контакт. Если это происходит, а ты не реагируешь, ты показываешь, что не настроен на одну волну с ней. Результат – отдаление. И прежде чем ты начнешь оправдываться, что это и не твой стиль, позволь напомнить, если ты хочешь здоровых отношений, тебе придется выйти из своей зоны комфорта. Прикосновение – одна из самых мощных форм невербальной коммуникации, и игнорировать это может быть опасно. Следи за знаками и, главное, отвечай на них. Номер 5. Влияние прикосновений на эмоциональную связь пары. Наука однозначна, физический контакт стимулирует выделение окситоцина, гормона привязанности и удовольствия. Другими словами, прикосновения укрепляют эмоциональную связь. Когда ты пренебрегаешь этим, основа отношений становится уязвимой. Теперь представь, что происходит, когда ты уделяешь время для искренней заботы. Чувства становятся глубже, ссоры уменьшаются, а связь становится практически неразрушимой. Если ты хочешь настоящих отношений, пойми, что эмоциональная связь зависит от прикосновений так же, как от слов. Это укрепляет близость и создает незабываемые воспоминания. Пара, которая не прикасается друг к другу, находится в шаге от того, чтобы стать просто друзьями. Не делай этой ошибки. Номер 6. Практические советы по укреплению близости через заботу. Хочешь улучшить свои отношения раз и навсегда? Начни с мелких ежедневных жестов. Целуй свою девушку без повода, обнимай ее, когда она этого не ждет, держи ее за руку во время фильма. Делай это регулярно, и ты увидишь волшебство. Близость не создается за один день, но выстраивается маленькими шагами каждый день. Но мало просто слушать советы. Воплощай их в жизнь и меняй подход. Если этого не делать, останешься в том же цикле разочарований и жалоб. Нежные девушки хотят мужчин, которые умеют касаться, и, что еще важнее, понимают значимость этого. Время действовать. Номер 7. Распространенная ошибка. Игнорирование языка прикосновений в отношениях. Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают мужчины в отношениях, это игнорирование важности языка прикосновений. Для многих девушек, особенно тех, для кого прикосновения являются главным способом выражения любви, отсутствие этого элемента может быть разрушительным. Бессмысленно полагать, что слова или дорогие подарки заменят эту потребность. Прикосновения обладают эмоциональной и физической силой, превосходящей любую другую форму общения. Когда вы пренебрегаете простыми жестами, такими как держать ее за руку во время прогулки, нежно касаться лица во время разговора или обнимать ее, когда она устала, вы создаете пробел в отношениях, который трудно заполнить чем-либо другим. Хуже того, отсутствие прикосновений может восприниматься как безразличие или холодность, даже если это не так. Ласковые девушки воспринимают прикосновение как символ присутствия, внимания, подтверждение того, что вы действительно рядом. Поэтому игнорирование этого не только ослабляет эмоциональную связь, но и ставит под угрозу стабильность отношений. Номер 8. Взаимные преимущества частого физического контакта в отношениях. Если вы думаете, что физические прикосновения приносят пользу только вашей партнерше, вы ошибаетесь. Исследования показывают, что частый физический контакт, такой как объятия, поцелуи и даже простое прикосновение рук, повышает уровень окситоцина в организме, так называемого гормона любви. Это означает, что как вы, так и она испытаете большие чувства благополучия, снижение стресса и увеличение взаимного доверия. Физические прикосновения также помогают эффективнее разрешать конфликты, поскольку передают чувство безопасности и эмпатии. Регулярный физический контакт постоянно укрепляет эмоциональную связь между вами. Но обратите внимание,
Не путайте количество с качеством. Важно не то, чтобы вы всегда были рядом, а чтобы каждое проявление заботы было значимым. Девушка, которая чувствует искреннюю и уважительную ласку, с большей вероятностью откроется эмоционально и станет более приверженной отношениям. Номер 9. Как обсуждать потребности в ласке в отношениях. Многие мужчины избегают говорить о своих эмоциональных и физических потребностях, считая это ненужным или проявлением слабости. Однако, если вы не обсуждаете свои желания и не даете ей возможность выразить свои, вы создаете почву для недоразумений и неудовлетворенности. Ласковые девушки ожидают, что вы сможете честно и открыто говорить о динамике ваших отношений. Начните с вопроса, как она чувствует себя в отношении уровня физического контакта между вами. Спросите, хочет ли она чего-то другого или есть ли что-то, что вы могли бы улучшить. Не бойтесь открыто говорить о своих потребностях. Это не делает вас менее мужественным, а наоборот, показывает вашу зрелость и готовность строить более крепкие отношения. Помните, мужчина, который умеет говорить на эти темы, выделяется на фоне остальных. Номер 10. Простые жесты, демонстрирующие внимание и заботу в повседневной жизни. Чтобы проявить заботу, не нужно делать грандиозные жесты или тратить целое состояние. Секрет в мелочах, в тех простых моментах, которые показывают, что вы рядом и внимательны к ее потребностям. Неожиданно обнять ее, погладить волосы, пока она отдыхает, или держать ее за руку во время просмотра фильма. Такие действия имеют огромный эффект. Эти жесты, хотя и небольшие, создают чувство близости и связи, которые одни слова передать не могут. Физический контакт, когда он используется правильно, это мощный язык, укрепляющий связь между вами. Более того, такие моменты помогают создавать эмоциональные воспоминания, которые останутся в памяти и будут цениться. Если вы хотите выделиться как партнер, никогда не недооценивайте силу этих маленьких ежедневных жестов. Номер 11. Почему ласковые девушки быстрее укрепляют отношения? Девушки, которые ценят физический контакт, часто более интуитивны и эмоционально связаны. Это означает, что они обладают природной способностью создавать теплую и безопасную атмосферу в отношениях, что ускоряет установление доверия и близости. Когда вы отвечаете на эти потребности, вы способствуете созданию положительного цикла, который значительно укрепляет ваши отношения. Однако важно помнить, что эта связь усиливается только при наличии взаимности. Если вы не проявляете интереса или не умеете соответствовать уровню ее нежности, это может создать чувство дисбаланса, в конечном счете, эмоционального истощения. С другой стороны, когда вы понимаете и уважаете эту черту, вы делаете важный шаг к построению здоровых и долгосрочных отношений. Номер 12. Баланс между физической лаской и личным пространством в отношениях. Вот вызов, с которым сталкиваются многие мужчины, найти баланс между предложением физической ласки и уважением личного пространства партнерши. Хотя ласковые девушки ценят прикосновения, это не значит, что они хотят быть рядом с вами постоянно. Умение вовремя дать пространство так же важно, как и предложение нежности. Обратите внимание на сигналы, которые она подает, и будьте готовы корректировать свои действия в зависимости от ее комфорта. Уважение ее личного пространства демонстрирует зрелость и внимательность, качества, которые зачастую ценятся выше самого жеста ласки. С другой стороны, поддержание здоровой частоты физического контакта показывает, что вы эмоционально присутствуете и цените вашу связь. Когда этот баланс достигается, отношения становятся более стабильными и удовлетворяющими для обоих. Продолжим наше видео. Но сначала, если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментариях слово «100%» или что-то подобное, чтобы подтвердить, что вы усвоили материал. Для более интересного контента подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь видео. Понимание ценности нежности для эмоционально чувствительных девушек. Номер 1. Роль физической нежности в языке любви девушек. Физическая нежность – это одно из самых сильных средств выражения эмоций для многих девушек. Для них прикосновение – это не просто физическая потребность, а язык любви – способ общения без слов. Когда девушка чувствует связь с вами, она использует прикосновение, чтобы выразить то, что словами не передать. Это может быть крепкое объятие после трудного дня, легкое прикосновение к спине во время просмотра фильма или нежный жест во время разговора. Отсутствие физической нежности может восприниматься как знак безразличия, и многие мужчины, игнорируя эту потребность, упускают возможность создать глубокую эмоциональную связь.
Если вы задаетесь вопросом, почему девушка, эмоционально чувствительная, так ценит прикосновения, ответ прост. Она использует их, чтобы сказать «и я здесь, я забочусь» и без лишних слов. Для нее каждое прикосновение – это отражение доверия к вам, знак того, что вы тот человек, на которого она может опереться и с которым чувствует себя любимой. Номер 2. Что физическая нежность рассказывает о ее личности. Если вы думаете, что физическая нежность девушки – это просто выражение привязанности, вы лишь частично правы, но упускаете более глубокий смысл. Нежные прикосновения часто раскрывают аспекты ее личности, которые не очевидны на первый взгляд. Девушка, выражающая свою любовь через прикосновение, обычно ценит эмоциональную близость и интимность в отношениях. Ей не интересны поверхностные связи, она стремится к глубокому контакту с человеком, которого выбрала. В отличие от тех, кто выражает чувства словами или материальными жестами, она выбирает простые и значимые проявления, часто демонстрирующие уязвимость. Это означает, что она достаточно доверяет вам, чтобы открыться и показать свои самые сокровенные эмоции. Поэтому физическая нежность – это не что-то обыденное, это окно в ее личность, которое показывает, что она чувствительна, эмпатична и стремится к искренним и глубоким отношениям. Номер 3. Построение доверия через постоянные жесты нежности. Не стоит недооценивать силу повседневных проявлений нежности в укреплении доверия между вами и вашей партнершей. Если девушка эмоционально чувствительна, она ожидает, что прикосновения будут не случайным явлением, а постоянным проявлением заботы. Она ценит регулярность этих жестов, так как они показывают вашу внимательность к ее потребностям и желание быть эмоционально близким. Простое прикосновение к руке во время прогулки или поглаживание по плечу, когда она устала, может укрепить вашу связь и создать ощущение безопасности в отношениях. Доверие часто строится на ежедневных мелочах. Поэтому, если вы хотите создать прочный фундамент с девушкой, которая ценит нежность, знайте, что постоянные жесты – это ключ. Они не только показывают вашу привязанность, но и делают ваши отношения более доверительными. Номер 4. Разница между эмоциональной потребностью и желанием физического внимания. Важно понимать, что потребность в физической нежности выходит за рамки простого желания внимания или удовольствия. Для многих эмоционально чувствительных девушек прикосновение – это способ почувствовать любовь, понимание и связь. Однако мужчины часто путают нежное прикосновение с желанием привлечь внимание или удовлетворить свои собственные потребности. Как партнер, вы должны различать, когда она ищет глубокой эмоциональной близости, а когда ей нужно простое утешение. Это требует понимания контекста, ее эмоционального состояния и сигналов, которые она подает. Дело не только в физическом контакте, но и в осознании смысла, стоящего за ним, чтобы дать ей тот вид заботы, который она действительно ищет в данный момент. Номер 5. Почему некоторые девушки выражают любовь через прикосновение? Для многих девушек прикосновение – это наиболее прямой способ выразить любовь и привязанность. Это связано с эмоциональными и психологическими особенностями, которые заставляют их чувствовать, что прикосновения передают то, что не могут передать слова или даже действия. Прикосновения создают ощущение близости и безопасности, два ключевых элемента, которые заставляют девушку чувствовать себя любимой. Эмоционально чувствительные девушки предпочитают не только и говорить «я любви», но и показывать это через жесты, которые передают уязвимость, доверие и искренность. Номер 6. Как избежать недоразумений в физическом контакте. Недоразумения в вопросах прикосновений могут стать серьезной преградой в отношениях. Чтобы избежать этого, важно быть на одной волне в том, что касается границ и предпочтений. Эмоционально чувствительная девушка ценит ваши прикосновения, но также ожидает уважения к своим личным границам. Открытое общение и внимание к ее реакциям – ключ к созданию гармоничных отношений, где прикосновение становится проявлением настоящей заботы. Номер 7. Нежность как отражение ее эмоциональной безопасности. Физическая нежность часто отражает уровень эмоциональной безопасности, который девушка чувствует рядом с партнером. Когда она чувствует себя эмоционально защищенной, она охотнее выражает свои чувства через прикосновение, зная, что ее чувства будут приняты и поняты. Это делает жесты нежности не просто действием, а выражением глубокой эмоциональной связи. Номер 8. Постоянные действия, демонстрирующие уважение к ее потребностям. Уважение к эмоциональным и физическим потребностям девушки заключается не только в том, чтобы время от времени быть внимательным или добрым. Это проявляется в последовательности ваших действий. Маленькие жесты, такие как вопрос о том, как прошел ее день,
или предложение обнять ее в трудные моменты показывают, что вы цените ее потребности. Важно также учитывать ее реакции и понимать контекст, в котором она хочет больше или меньше физического контакта. Демонстрируя, что вы уважаете ее потребности, вы показываете, что готовы быть рядом, когда ей нужен комфорт, но также умеете дать ей пространство. Признавая ее эмоции и не заставляя ее принимать нежность, когда она не готова к этому, вы демонстрируете понимание баланса, необходимого для здоровых отношений. Такие действия создают атмосферу доверия, в которой она чувствует себя ценной и уважаемой, что укрепляет вашу связь. Номер 9. Как взаимность в физической привязанности укрепляет близость. Взаимность в проявлении физической привязанности является одним из основных элементов близости в отношениях. Когда оба партнера готовы делиться заботой и нежностью, связь между ними становится сильнее. Это не означает, что жесты нежности должны быть одинаковыми, но оба партнера должны чувствовать себя комфортно, выражая свои чувства через физические проявления. Для девушки, которая эмоционально выражает себя через прикосновение, это особенно важно. Она хочет быть уверенной, что ее жесты нежности находят отклик. Такой обмен взаимной привязанностью создает чувство близости и единства, делая отношения более глубокими. Взаимность не только создает ощущение эмоциональной безопасности, но и способствует формированию равновесия и здорового общения, где оба партнера чувствуют себя любимыми и ценными. Номер 10. Признаки того, что она чувствует себя любимой через прикосновения и жесты. Существуют разные признаки того, что девушка чувствует себя любимой благодаря вашим прикосновениям и жестам нежности. Например, она может чаще искать ваши компании, спонтанно приближаясь к вам, или стремиться держать вас за руку в простых ситуациях, таких как прогулка. Кроме того, если она начинает легче открываться эмоционально, это может быть признаком того, что она чувствует себя защищенной и любимой. Жесты нежности, такие как легкие прикосновения, поцелуи и объятия, являются ее реакцией на необходимость чувствовать близость и эмоциональную связь. Также стоит обращать внимание, выражает ли она благодарность за ваше проявление заботы словами или ответными действиями. Если она отвечает на ваши жесты похожей нежностью, это явный знак, что физическая привязанность положительно влияет на ее эмоциональное состояние. Номер 11. Уважение ее границ при проявлении нежности. Уважение границ другого человека – это основа здоровых отношений, особенно когда речь идет о физической привязанности. У каждого человека есть своя зона комфорта, и в некоторых случаях требуется четкая коммуникация, чтобы понять, что является допустимым или желанным. Для девушки, которая эмоционально выражает себя через прикосновение, важно знать, что ее границы будут уважаться. Это означает избегать давления или настаивания на прикосновениях или жестах нежности, когда она не готова. Также необходимо внимательно относиться к ее физическим и эмоциональным реакциям. Взаимное уважение границ укрепляет отношения, создавая чувство безопасности и доверия, позволяя ей чувствовать себя комфортно в выражении своих чувств открыто и без страха. Проявление нежности с уважением к ее границам – это явное свидетельство того, что вы цените ее автономию и чувства, что является важным аспектом укрепления вашей связи. Номер 12. Важность слушания ее эмоций помимо физической привязанности. Хотя физическая привязанность играет важную роль во многих отношениях, не менее важно уметь слышать ее эмоции, выходящие за пределы физического контакта. Многие девушки, которые выражают свои эмоции через прикосновение, ожидают, что их партнеры не только будут их касаться, но и будут внимательно слушать их слова и чувства. Когда вы уделяете время, чтобы понять, что она говорит, не перебивая и не пытаясь сразу найти решение всех проблем, вы демонстрируете, что цените ее эмоциональный мир. Кроме того, активное слушание и проявление искреннего интереса к ее переживаниям и радостям – это способ поддержать ее эмоциональное состояние. Это создает пространство, где физическая и эмоциональная привязанность могут сосуществовать, способствуя росту отношений во многих аспектах. Помните, что физическая привязанность может быть выражением любви, но активное слушание также важно для создания сбалансированных и долгосрочных отношений.